21 октября, легкий дождик моросит. Приехали в лес, решили сразу по дорожкам с зеленочками пройти, под зеленочками. И вот такие приятные сюрпризики. Вот какие. Очень такой плотненький, крепенький. Ну и вот продолжение боровикового банкета. Очень сложно заметить. Посмотрите, как он сливается с листвой рыжей такой. И еще так, точно так же блестит, такой же мокренький. Но они есть. Еще как. Это явная улика. Вот такое тоже что-то интересное у нас растет. Масленок или белый? А? Белый. Судя по шляпе. Да. Вот такие. Парочка крепышей осенних. Ну, и вот такой интересный. Цут. Да, почти цут. Некий. Потому что он очень такой куда-то зарылся. Что это у него? Кусочек грязи такой. А, это ножка так? Да, ножка так изогнулась. Вот такой подосиновик. На сушку. Досталось ему в жизни. Крепкий, хороший. Ну и вот 6-й. Как-то удивительно очень. Молоденькие идут. Да. Как-то это в такое время непривычно. Ну, классно. Поздно пошли. Они представители рядовок. Песчаный край канавки. Заодно проверяю, дальше пошли или нет. Вот как они лезут. Такие толстенькие, приземистые. Видите? Зеленки. Да. Вот она полностью. И ножечка у нее зелененькая, и пластиночки. Потому что есть очень похожие виды рядовок. И даже есть ядовитые. Только-только такие хорошистики полезли. Они больше всего любят расти по песку. Если под зеленки они... А вот, смотри. Вот он, видишь? Здесь вот они. Под зеленочки, да, они и по краю бора могут расти. Да и в самом, в лесу, в ампу. То вот зеленки классические, они любят вот такую вот почву. Да, возни с ними очень много, их приходится не один раз промывать, прочищать. Обязательно нужно отваривать, но как и зеленушки, так и подзеленки, этот гриб можно солить, можно мариновать, можно жарить, но предварительная термообработка обязательно. Смотрите, какие они. Вот они такие все, вся такая классика. Все такие красивенькие, молодые. Червивых грибов пока еще нету, потому что все это полезло совсем недавно. Вот прямо из песка. Прямо они из песка. Ну, хорошая кучка получилась. Да, вот такая кучка по песчаному краю. Вот такие вот зайки. 21 октября. И в лесу что мы видим? А видим мы красоту.
И все-таки они идут. И более того, там еще один. Нет, это второй не вылез. Начинал. Здесь не хватило селенок у него. Вот так. Боровой, сосновый. Ну вот, к вопросу о том, как быстро растут грибы. 3 дня назад здесь их не было. Я здесь точно был. А сейчас, смотрите, они уже и не маленькие. Ну что, снимаем. Один. Второй. Ну, рано еще закрывать сезон, конечно, когда идет вот такая красота, а рядом еще один. В принципе, они еще и достаточно молоденькие. Ну, вот так. Конечно, в брусничнике, в ягоднике и в таком бору, где столько кочек, грибы вообще очень сложно находить. Вот я сейчас в упор смотрю на подосиновик. Он практически не виден. А когда ближе начинаешь подходить, вот он есть. А видите, как он здесь спрятался. И причем не маленький. Вот мы с подосиновиком возвращаемся и находим уже вот такую красоту. Ох! Да. Ну как тут можно закрывать сезон с такой красотой? Бродим в поисках боровых подосиновиков. Мы здесь уже 3-й раз, именно в этих местах. И, конечно, наверное, попадаются или пропущенные. А может, Валерий так больше везет, потому что у него пока больше, чем у меня. Ну вот. Вот и у меня, наконец-то, еще один такой гриб. Тоже, конечно, он только на сушку пойдет, но удивительная ножка тверденькая. Я надеюсь, что он чистый будет. И, по-моему, там впереди я что-то видела еще. Да, вот подосиновик. Очень даже неплохой. Тоже, конечно, на сушку, но вот он какой большой и красивый. Да, конечно, здесь ходить не самое приятное занятие, но оно того стоит. Да, тут к ним даже подобраться сложно. Ого! Нога уходит очень далеко. Ох! Большой. Но рядом еще больше. Там, по-моему, еще и 3-й. Да, так и есть. И вы не поверите, но еще и 4-й. Вот что такое высокий ягодник и мох. Ну, этим, конечно, повезло меньше. Но, в принципе,
Вот что такое боровые. Ну что, корзинка становится все тяжелее. Но они опять растут. Ну что, прекрасный экземпляр. И вот как-то так, это одни боровые. Пока Валера ковыряет боровые, я все-таки вышла из этого супер тяжелого бура в такой небольшой лесочек. Здесь и почва потверже. Здесь какой-то опеночек старый. Ну, и не только опеночек. Здесь вот такая ждет меня красота. Немножко то ли подморозилось. Ну и вот такая. Ну это точно красота. Вот это такая даже очень и очень красота по нынешней осени. Ну и вот они еще боровые. Вот они куда выскочили из высокого-то леса. Удивительно, просто удивительно. Вот такой гриб. Ножка довольно плотная. Конечно, они почти все на сушках сегодня у нас. Но мы думали, что на этом придется закрывать, по сути, так и не открывшийся сезон белых. И еще не знали, что нас ждет через 2 дня.